Друзья, и вот снова я вас приветствую на своей разводне, на канале Разводня как хобби. Проведем небольшой обзор, что с рыбкой, как она себя чувствует. Посмотрим на мальков. Итак, на втором ярусе хорошо развивается у нас буряковая тернеция. И немного других цветов здесь тоже есть. Плюс к этому на дне у нас находятся анциструсы. Кстати, эти анциструсы уже отложили один раз икру. Молоденькие. Первый раз у них был нерест и была икра. Значит, показываю коридоросов. Здесь у нас такая хорошая компания. То же самое пару дней назад была икра. Не знаю, кто нерестился. Ее немного было. Так на вид, на взгляд, штучек 50. Возможно, та, которая была пораньше, ее просто съели другие рыбки. Но вот такой произошел у нас нерест. В этом нерестовике у нас хорошо себя чувствуют молодые анциструсы. Вон они там все на коряге, вокруг коряжки. Хорошо развиваются. Ну и старички наши тернеции тоже уживаются вместе. Никаких проблем нет. Вон анциструсы, такие красивые цвета у них получились. Вот тернеция хочет, чтобы ее засняли. Закрывает нам, понимаете, камеру. Такие темные они и с такими беленькими точечками. Ну, красивая получилась расцветка. Вчера была подмена воды на разводне. И я рыбку сутки не кормил. Думал сегодня тоже не давать ей. Но уже сегодня, думаю, мы их покормим небольшим количеством корма. Для того, чтобы рыбки организм у нее немножко отдохнул. И потом лучше было пищеварение. В 80-литровом аквариуме на третьем, вернее, ярусе у нас гуппи находятся. Регулярно рожают нам мальков. Самцы с красивыми красными, оранжево-красными хвостами. А вот эти наши друзья анциструсы тоже нерестились, тоже у них была икра. Вон тот папаша, который вот там вдалеке, вот он такой красивый. В очередной раз стал отцом. На втором ярусе у нас подрастает вот такое количество красной, розовой, желтой тернеции. Есть немного проброса. Я, конечно, часть его убирал, когда рыбок сюда пересаживал. Но все равно, вот видно, проявились рыбки, которые бесцветные. Когда будем их пересаживать или рассаживать, или сортировать, мы этих всех бесцветных, конечно же, отсадим отсюда. Так, неон голубой, тот, который помоложе, с гуппи чувствует себя хорошо, вместе здесь живут. Эти гуппи тоже полным ходом дают малька и нормально развиваются. Данио, как всегда, ведут себя очень резво. Понимаю, раз я уже здесь на разводе, значит скоро будет ужин у них. Подросли рыбки капитально. Все говорю, что нужно их отсадить на нерест. Но все не хватает времени, если честно. Но все равно мы это сделаем. Пускай еще немножко здесь поживут. И будем выбирать производителей и отсаживать. Потому что рыбка достаточно яркая, интересная. И очень она быстро растет. Вот 3-4 месяца уже такая крупная, она уже вообще за 3 сантиметра рыбки. Так, заглянем к нашим малькам. Значит, здесь у нас различного рода гуппи разных возрастов и оттенков. Здесь те, которые постарше. Смотрите-ка, их толпа. Нормально, им кушать хватает, фильтра справляются, все четко.
Внизу вон анциструс там, который подбирает у них все недоеденное. Живут и хорошо себя чувствуют. Ну-ка сверху на них поглядим. Какие яркие хвостики у самцов. Обязательно обратим внимание на наших меченосцев. Тоже они себя чувствуют хорошо. Вон та пара анциструсов так и не хотят нереститься. Ну, здесь им тоже еды хватает. С мирными рыбками, с меченосцами живут, поэтому пускай себе здесь живут. Иногда людям нужно и большие анциструсы, просят пару, и бывает приобретают. Вот еще здесь в нерестовике у нас есть вот такая различная тернеция, розовая, желтая, оранжевая. Этим рыбкам через недельку будет месяц, даже через 10 дней еще. Они вот такого уже размера. Тут и гуппи я, конечно, им подбрасывал, но в основном тернеции. А вот здесь у меня вот тоже, кстати, видите, вот эта синяя, я уже вам ее показывал в одном из видео. Но она немножко отстает в росте. Их просто здесь больше, понимаете, но они как-то растут чуть медленнее. Хотя кушают наравне и с желтой тернецией, и с розовой. Вот такое их здесь количество. Тоже сейчас их буду кормить артемией. Ну и понемножку им сушку бросаю. Некоторые уже с удовольствием хватают, когда опускается, гранулы опускаются вниз. Рыбки хватают, ее кушают. Вот такое потомство у нас. Синие давно не нерестились, вот отнерестились. Наконец, такое количество получилось малька. Здесь у нас тоже часть гуппи производителей. Тоже дают малька постоянно. Постоянно есть у нас маленькие рыбки. Анциструсы задумчивые. Ботяня он сидит возле своего дупла. Одни усы торчат или рога. Тоже периодически нерестится с самочками, с разными, с меньшими, и с большими, с молодыми и с уже такими в возрасте, которые. Ну вот такая у него сущность. Сидит на охране своего гнезда, никого туда не пускает. Так, еще покажу вам вот неон, который постарше, голубой. Его тут чуть поменьше стало. Был заказик, 20 штук отсюда уехало. Самых-самых крупных выбрал. Ну, в большой аквариум люди захотели рыбку покрупнее. Так отсюда партия рыбки ушла. Здесь вот у нас штербы обитают. Коридоросы оранж. 2 самочки, 2 самца. И вон такой грозный у нас, вон сидит анциструс на коряшке. Думает, когда бы ему отнереститься. Тоже был неоднократно нерест у него с самочками. Кстати, самочка вон сидит. Спряталась за распылитель. Ну, он ее видит и все понимает. Итак, на 3-м ярусе у нас здесь сидят партия красных тернеций, желтых, розовых, оранжевых по чуть-чуть. Есть даже вот самочки такие вот внизу, смотрите, одна, вон вторая. Вот еще одна желтая, тоже хотящая нереститься. Тоже в будущем будем это делать. Отсаживать будем их на нерест. Попробуем получить малька. Вот еще такой у меня самец, такой зеленый, вот красивый. Вот справа в углу. Надо его тоже отнерестить, какой-то из самочек. Надо такого цвета нам рыбку. А в этом у нас аквариуме синие. Смотрите какие. Прямо как голубое небо.
Кстати, в этом аквариуме и вот в этом рядом они разных возрастов рыбки, но уже подросли все одинаковые практически. То есть можно их совмещать, чтобы не было скрещивания крови от разных производителей они. По цветам можно пробовать садить. Вот зеленых хочу, потому что зеленых вообще у меня. Ну зеленые что-то рыбки вообще не хотят нереститься и все. Вот эти производители уже, которые старые. Зеленые, видите? Вроде бы и самочки такие хорошие. И не знаю, почему. Уже их и через неделю садил. Нерест. И через неделю пробовал, через 2 недели. Ну не хотят и все. Что-то, видно, икра закистовалась. И не получается у них. Самцы вроде бы как и работают, но самок икру не выбивают. Вот оранжи, смотрите, какие красавцы. Тоже 5 рыбок уехала в другие аквариумы. Вот такая компания еще здесь есть. Не знаю, кому-то не нравится оранжи, там начинают рассказывать, что это там скрещивание коридоросов там разных видов. Но мне нравится. Вообще трехцветная рыбка. И она в зависимости от того, как на нее попадает цвет, по-разному совсем цвет свой показывает. Да, еще чуть не забыл. Давайте глянем, как поживает наш червячок. Аулофорус так называемый. Опа. Смотрите, здесь нормальная такая кучка. Он так интересно эту муку собирает так в кружочки, видите? Так, давайте в следующий заглянем. Сейчас мы немножко приблизим, вот так, чтобы меньше мерцало. Оп. Во, хорош. Вот он какой. Так, идем в следующий. Так, раз. Во, какой красный такой, розово-красный. Красавчик. Так, в следующую заглянем. Раз. Смотрите, какой красивый. Малькам, короче, хватает. Даю ежедневно. Ну, то есть, малек показывает хороший рост. Так, и еще 2 у нас вот здесь. Сейчас мы на них посмотрим. Давайте. О. Так. Раз. Вот какой он красивый. И в эту еще заглянем. Оп. Здесь какой-то поменьше его, но все равно живой такой хороший червячок. Ну что, друзья, итак, спасибо вам за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Давайте проведем такой эксперимент. Кто досмотрел до конца, в комментариях напишите там 201, например. Я буду знать, сколько людей досмотрело видео до конца. Смотрите видео, которые появились на экране. Они достаточно поучительные и интересные. Все, до встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.